Друзья мои, всем привет из Каменска-Шахтинского. У нас февраль, опять морозец. Видите, какая у нас погодка. Люди с работы идут, солнышко, морозец. Но мы будем сейчас выдвигаться, ехать в Луганск. Сейчас ждем нашего водителя Дмитрия на машине. Сейчас выйдет с завода. Вон, народ прет. Будем садиться и выдвигаться. Но по пути что-нибудь поснимаем, посмотрим, как там дорога изменилась. Конечно, там темно будет, но надеюсь, что, может, день освещения поставили. В общем, посмотрим, друзья мои. Ну что, друзья мои, я уже вот в машине сижу, такой красивый. Заехали мы здесь на Wildberries забрать посылочки для Луганска. И сейчас будем выдвигаться в дорогу. Кстати, в Луганске недавно открылся пункт выдачи, но он не совсем прямой, а через Донецк. Получается, регистрируешь пункт выдачи Донецкий, там я не помню какой адрес, и потом номер заказа указываешь там на определенном дополнительном сайте. Вот. И, короче говоря, эти люди посылки довозят в Луганск. Ну, сначала было все нормально, а сейчас там просто гигантское количество посылок заказали, они не успевают забирать. Ну, я представляю, им надо было сразу открывать пунктов 10, потому что, ну, реально один пункт, и представляете, Луганск, а может еще и область, с учетом цен. Конечно, на Озоне, я думаю, заказывают очень много, друзья мои. Друзья мои, покидаем Заводской. Ямы, правда, вам не поснимал. Ямки ужасные. Солнышко. Весь Каменский М4, весь просто в ямках. Видите, кое-где еще снег есть. Было очень много снега, но он весь у нас растаял. А вот сейчас морозец, и только вот остатки снега и льда, ну... С понедельника опять будет плюсовая температура. В общем, у нас качели туда-сюда. Сегодня у нас 16 февраля. Нет, 16 или 15? Нет, 16. 16, да. Выезжаем в сторону Северского Донца, Каменска. Ну, уже световой день, конечно, увеличился. То с работы все время по темному, да, шли? А сейчас ехали в Луганск, да. Сейчас пока еще немножко светло. Ну, остался месяцок, уже тепло будет. Гляньте, друзья мои. И в мороз, и в снег спортсмен едет, дедуля, молодец. А мы заехали в Красновку. А это, по-моему, с Комза ездит он в любую погоду. Но опасно, все равно сейчас ледок местами, конечно, можно упасть. Проезжаем замерзшую реку Глубокую. Вокруг поля, солнышко садится. Подъезжаем к мосту через Северский Донецк. Ям полно. Ну, кстати, смотрите, впереди тонер груженый едет. Хотя ему здесь ехать нельзя. Глянь, уже в новом покрытии, вон, глянь, какие ямы. Да. Вот откуда и ямы берутся. Конечно, ему же объезжать далеко надо. Вокруг. А там был знак вообще по весовой нагрузке, да? Или тут... Я не знаю, убрали, нет, но раньше висел. Да? Раньше висел. Так, друзья мои, Северский Донец. Ну, не замерзший, потому что была плюсовая температура. Мороз только вот вчера вечером сегодня. Но воды много. Вода прям уже скоро через верх начнет переливаться. Проезжаем светофор. Тут пятерочка рядом. Поедем мы уже по Каменску. Хотел вам контент показать на улице Профильной, какая она там дальше убитая. Но мы поедем в объезд, потому что Дима говорит, что машина там не проедет. Да, я там не проеду, у меня машина низкая. Я в прошлый раз там просто на дно сел, и колеса крутятся, а я не бегу. Машина очень низкая, да. Вот сейчас мы будем, да, поворачивать? Нет? Да. Мы через комбинат едем. И этот гад туда едет. Ну, блин. Ну, может, туда, куда-то в сторону Малой Да Каменки. нифига, он едет, блин, в Донецк. А вот туда дальше там дорога плохая. Так что, кто будет ехать, вот едете вот так вот в объезд. Через комбинат.
А ты где-то здесь налево будешь или туда, в комбинат поедешь? Лево, прям. Просто там дорога к нему, а нам налево. Если сейчас повернет налево тоже. Они там тоже не могут проехать. Знаешь, что я говорил? Рыгин ручей. Мостик. А здесь школы какие-то идут. Да, комбинат туда дальше пошел. Проезжаем какие-то заброшенные дома. Хотя нет, вот этот жилой. А рядом стоял с разбитыми окнами. Старые какие-то дома, это здесь, я так понимаю, рабочие с комбината жили. Ну и живут, наверное. Да, здесь тоже дорога, друзья мои, такая вся в кочках. Но здесь хоть проехать, объехать можно, а там прямо такие колдобины, что машина на брюхо садится. А Голубев только у нас как капитан очевидность выступает, что дорога плохая, надо делать. Только кто и когда будет делать, непонятно. Хотя мы вот здесь вот ездили осенью, она не была такая хреновая, и летом. Нет, она была хреновая, ее просто немножко подсыпали. Не, ну мне кажется, до этого я ездил, она лучше была, чем сейчас. Не было тут таких ям. Большие ямки. О, Большие, это не то слово. опять скрипит потертое седло. Я А же в понедельник 3 колеса потерял. Ну ты не здесь-то потерял, ты на М4. Нет, я потерял на Героев Не, Пионеров. Героев Пионеров, да. Сначала 2, потом запас. Храм красивый Через 500 такой. метров. А как ты запаску-то умудрился? Что, ты не знал, Да что... ну как, проехал вперед, там маленькая лужа, ё-моё. Вот так. А на какой И скорости? Километров 30 в час. И вот так, ну, надо... Я только начал движение. Через ближайшего полицейского Ну, переехал. короче, лучше ездить через город. Ой, Упал. ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Прямо квест какой-то, а вот тут школа. С левой стороны. Не помню, правда, какая. Мне жена спрашивает, Это у нас Подскельный и Южный. Не, Южный там дальше, это Подскельный и забыл как второй называется. жена спрашивает, как ты, говорит, так поздно приезжаешь и так рано приезжаешь в Каменск? То есть я, получается, в начале 7-го уже в Каменске. На машзаводе. Дорога, потому что хреновая. А Вот мы уже сейчас выезжаем на федеральную трассу. не такая она. Я так и не понял, А260 или Р260, где одно написано, где другое. Но ее хоть не убили, не? Нет, здесь нормально. Можно расслабить булки. Здесь нормально, здесь едем. Проезжаем поворот. Волчинский. Да, кстати, правильно я вам, друзья, сказал, Южный и Подскельный. То я путаю с Шахтерским, который левее. Солнышко уже почти село. Вокруг тут поля, балки кое-где. Вон деревья, прусики есть. Лесопосадки. Которые периодически попадаются. Спускаемся вниз на мост. И тут ямы тоже. Это у нас Поповка и река Малая Каменка. А вот здесь ямины пошли. Ну, здесь, да, внизу на спуске ямы, конечно. Да, что-то в Ростовской области федеральная трасса, что-то пипец. Федеральный ехал. Вообще, да, федеральные трассы, что-то Голубев, короче, расслабился. Солнышко почти полностью село, проезжаем ветряки. Ну, здесь дорога более-менее нормальная, так изредка кое-где небольшие ямки попадаются. Ну, вокруг поля. Подъезжаем к Донецку. Донецк огнями нас встречает.
весь светится. Поедем сегодня через Донецк, потому что объездная, говорит, разбитая. Дима ни разу через Донецк не ездил, попробуем. Ну, я и-то ездил, сейчас и навигатор включим. Здесь дорога более-менее нормальная, ее делали не так давно. Ненормальная. Не нормально? Не, вот этот кусок на въезде. Этот кусок, да. Вот Потому сейчас что его делали... Впереди камера на 60. О, впереди камеры, тормози. Спасибо. А я не знал. Хорошее освещение здесь. Эту дорогу тоже уже. Мороз минус 9 на улице. Минус 8 мне написано. А мы там проезжали, вот это КПП. Пробка небольшая на въезде в Донецк, где пропускной пункт. Объездная осталась Этот родич налево, даже. Да он до хрена. а мы едем прямо в Донецк. Здесь проехали повороты на турбазы, ну и вот дороги нема ни хрена. коттеджный поселочек здесь небольшой на въезде в Донецк. Да он, блин, такой поворот. Заезжаем в сам Донецк. Светится весь огнями. Но свет что-то еще не пойму, не везде включили. Впереди несколько лежачих полицейских. Так, прямо. Полицейские единственно лежачие будут, ну ничего. А вот и сам Донецк. Третий микрорайон подсказывает. Пятерочки, магниты, домики. Ну здесь пока таких прям жестких ям не видно. Да нет, просто большие грузы не едут. Да, разбили все, друзья мои, Через большегрузы. 300 метров круговое движение, второй съезд. Вот, слышишь, она тебе говорит. Большегрузы, стройматериалы в ЛНР и так далее возили, и вот это все поубивали. Храм вот такой красивый, проезжаем. Ну, здесь частный сектор идет, поэтому Хотите, темно. Да дальше я покажу. Подъезжаем к центральному рынку. А здесь даже? Нет, чуть дальше. За Сбером. Здесь вот обычно Вот за Сбером увидишь, блин, какой-нибудь. автобус Каменский останавливается вот с этой остановки. Сейчас после рынка слева стороны. Возит. Что дальше? Метров через 150 метров. Ну, в городе, конечно, ям меньше, но зато лежачие полицейские. Но здесь хоть ямы видно, да, потому что освещение есть. А вообще? Так, а вот мы уже поворачиваем на Украинское шоссе. Кстати, замечу, никто его не переименовывает. Как было, так и есть. Ну, а следующее уже Тимирязево, и там скоро уже КПП. Едем по Украинскому шоссе, что-то тут его так и с лета, вот то, как знаете, сделали начало, потом в середине убитое, а потом дальше опять нормально. Спрашивал, что не делают, говорят, типа не поймут, к какому региону, типа того, что, я так понимаю, здесь как граница какая-то проходит, и кто его будет делать. И вот его за зиму, осень разбили еще больше. Ё-моё. Он едем Да днищем, днище моё. днищем, да, цепляемся. Это кошмар. Ну, надеемся, что в теплое время все-таки его сделают. Ну, сейчас вот еще немножко и пойдет уже нормальная дорога. Выехали вот на Тимирязево, и пошел хороший асфальт, который вот в прошлом году укладывали. А вот Украинское Впереди шоссе... несколько лежачих полицейских. Украинское шоссе что-то не хотят делать, непонятно. И никак вот не объедешь. Ну там хоть благо фонари есть, хоть ямы видно, да? По большей части. Думаешь, это спасает, что ли? Да не, понятно, когда машина низкая, то, конечно, цепляет. Дно пробило дно. Да.
Так, ну подъезжаем мы уже к КПП. Ну машин нету сегодня практически. Видите? Отлично. Холодно. Никто не едет. Поверните короче. налево. Поворачиваем налево. Да, вообще никого нету. Друзья, мы, в общем, проехали мы минут за 15, быстро, нормально. С нашей стороны вообще машин, мы там вторые или третьи, да, заехали? Быстро. Ну, со стороны ЛНР много машин, конечно, сейчас посмотрим, где они здесь заканчиваются. Ну да. А, не, ну много, но не настолько много. Видите, здесь очереди нету. То есть очередь на нуле есть, да. Здесь нету, поэтому на самом деле нормально, не так много машин. Ну, хотя, видите, вон едут все новые, едут. Это только начало. Не, ну обычно мы ехали, бывало, что и стоят вот тут и дальше. Дим. Ну, дорога, конечно, хреновенькая. Ну да, приходится иногда на встречку выезжать. Ну, не знаю, может здесь тоже придет время и отремонтируют. Темно, света нету здесь. Только вот возле магазина, короче, печалька. Проезжаем из Варина. Благо дорога сухая. Ну и подморозило. Но, друзья мои, света практически нигде нет. Кое-где вон редкие какие-то магазинчики, да. Сейчас с каким-то, вон, видите, светом. А так, конечно, темно. С учетом, что здесь проходит трасса. В населенных пунктах, конечно, света у нас не хватает. Но есть надежда, что все-таки когда-то... Есть надежда на дальний свет. Да, что сделают. Ну, благо здесь хоть летом сделали дорогу, потому что дорога здесь была вообще ужасная. А вот дальше, вы знаете, сняли. С одной стороны положили, с другой нет. И так срезанный кусок асфальта. Хотя асфальт там был не такой плохой. Зачем начиналось было его резать? Там было несколько ям, которые просто надо было подсыпать. Ну вот, друзья мои, левую полосу сделали, а правую срезали и так и оставили. Радуйся. Да непонятно, почему ее не сделали, я не знаю. Нет, тут кусочек есть, вот они сделали. Но дальше будет вообще жопа. Ну что, дорогие мои, заехали мы наконец в Краснодон. Пошла нормальная дорога. Здесь ДРЛки еще старые, но в принципе освещение есть. Дорогу здесь тоже на подъеме сделали тогда. Едем по центральной улице Краснодона. Ну, дорога здесь такая, немножко волнистая, но в принципе сносная. Ну, довольно-таки, видите, интенсивное движение машин. Машины есть. Немножко, правда, друзья мои, стекло, конечно, бликует, но на улицу не могу руку высунуть, там холодно. Рука замерзнет сразу. Ну, ямки, Димка ругается. А здесь... Что, после зимы тут вообще, блядь. Ну, дай бог, потеплеет, начнут вот это все дело ремонтировать. Разбитый их кинотеатр. Летом намного приятнее было дорога. Ну, в этом году зимой очень много перепадов у нас, друзья мои, снега со льдом вот таких вот. И из-за этого дорога разбитая ужасно просто. Проезжаем Краснодонский автовокзал. Практически не видно его. Темно. Конечно, вот смотрят подписчики, особенно из России, из больших городов, удивляются, что у нас мало освещения, мало иллюминации. Ну, да, никому оно ничего не надо было. Ну, надеемся, что будет меняться в лучшую сторону. Вот видите, здесь вот, допустим, над самой улицей еще какое-то освещение есть, а вот возле тротуаров домов вообще никакого освещения нету. Да и тротуара нету, да? Ни освещения, ни домов, ни Да. дороги. Ну, здесь, видите, тоже здесь асфальт срезали. Вопрос, зачем? Зачем? Здесь был нормальный асфальт. И вон, видите, бордюры тоже построили, видимо, чтобы расширять. Ну, кстати, странно, да, здесь был нормальный асфальт. А там, где новый, дальше тоже срезали ведь или нет? Да, везде посрезали. Везде, короче, друзья мои, посрезали, Дима говорит, асфальт. И где надо было, и где не надо было, просто где-то успели. А там просто успели А до где-то- холодов сделать, и отлично. Да, пока плюсовая температура была.
В ноябре делали, может еще частично в декабре, да, и все. Да, видите, какая. Как будто по грунтовке где-то едем с Димой на пляж, да? Или на рыбалку. На самолете не пролетишь, собьют. На машине не проедешь, Да. колеса потеряешь. Пешком ноги поломаешь. Да, для такой дороги нужно независимую подвеску. Так, все, выехали мы на хорошую дорогу. И до моста туда уже перед Молодогвардейском сейчас будет идти хороший асфальт. Знаете, вокруг темно, кое-где какие-то магазинчики в домах светятся. Да, конечно, освещения мало у нас. Надо Так, друзья мои, ну что, подъезжаем к мосту. Здесь асфальт старый срезали. И, короче, вот такая вот опа. Пылюка страшная, страшная. О-хо-хо-хо. От фур, от машин. Ну, здесь, конечно, не намного он и лучше был-то, но не знаю. Смысл было срезать, если не собирались делать. Вообще, конечно, как говорится, ничьей логики там, где ее нет. А здесь уже вот местами положили кусочки нормального асфальта. Не, вот смотри, вот она была. Но по той стороне, да, по той самого моста. По той стороне до моста вот положили новый асфальт, а по нашей стороне только вот одну часть какую-то, а понад обочиной плохая полоса. Проезжаем Молодогвардейск. Ну, здесь дорога уже нормальная. И Дима говорит, уже пойдет дальше такая хорошая до самого Луганска. Здесь, получается, левую полосу, я так понимаю, полностью сделали, а по нашей стороне, по крайней мере, в один слой точно положили асфальт. И они сделали по центру туда и обратно. Да? А, ну по центру. По краям. Он говорит, по центру сделали и туда и обратно нормальный асфальт, а обочину, короче, ни слева, ни справа еще не ложили. То есть вторую полосу и саму обочину, получается. Ну, уже худо-бедно ехать можно, но вот домики идут, тоже, видите, на тротуаре практически нигде освещения никакого нету. Заехали мы в Самсоновку, дорога хорошая, освещение тоже. Ну, кстати, при въезде в Самсоновку мост как был узенький, так и остался. Я, честно говоря, не знаю, будут ли они что-то с ним делать или нет, пока просто заасфальтировали. Но, конечно, два грузовика там не разъедется. И, конечно же, с увеличением скоростного режима и до трассы будет, конечно, там все время собираться пробка. Но я надеюсь, что все-таки что-то сделают. Проезжаем придорожное. Машины есть встречные, потихонечку едут тоже. Но освещения по придорожному нету от слова совсем, да, а дорога хорошая. Проезжаем Новоанновку. Здесь вон заправочка светится. Ну, хоть какая-то иллюминация. А так вокруг, друзья мои, тишина. Вернее, мы уже выезжаем с Новоанновки. Ну, домики, кое-где свет светился, а так темно. Ну, машин, видите, довольно-таки много. Стекло немножко протер, стало получше вроде видно. Заехали в Новосветловку, вот проезжаем, я не помню, здесь у них училище какое-то или колледж. И общежитие. Ну, окна светятся, но, конечно, вокруг темно. Темно. Освещения, конечно, очень мало. Ну, дорога хорошая, дорогу сделали. Ну, Здесь вообще дорога прелесть, мне нравится. и здесь машин поменьше, поэтому меньше слепит. Ну, надо, чтобы еще, конечно, все-таки на развязках и возле домов все-таки делали какое-то освещение. Вот больницу проезжаем, тоже огнями все светится. Ну, вокруг освещения мало. Ну, домики, видите, светятся. Ну, фонари, кстати, вот видите, по Новосветловке, вот центральная улица, по сути, а ни один фонарь не горит. Я сейчас к магазинам подъедем, там много освещения. Ну, возле магазинов, да, а вот так должно же быть освещение, его нету. Вернулись назад мы на трассу с Новосветловки, но следующая остановка у нас путь исследования Хрящеватая, там уже объездная и Луганск. А вот и первые огни Хрящеватого. Вот и табличка.
тоже темно. А это, наверное, вдалеке острая могила, да, светится, скорее всего. Но это не точно. Нет? Это, по-моему, областная больница. Областная больница, думаешь? Там, мне кажется, областная далеко, отсюда не видно. Ну, в общем, тоже дорога хорошая. Ну, что-то тут еще, наверное, обочину и середину будут делать. Ну, серединку, может, что-то высадят. Ну, а с освещением, конечно, да, пока беда. Вон центральный Дальний свет. въезд, он как-то хоть светится. На объездной тоже темно-темно. Заехали мы на Оборонную, и вот уже здесь сразу начинается ремонт уже. Трубы меняют вовсю. Обочина перегорожена. Здесь, наверное, рельсы, не знаю, будут убирать. Нет, они здесь слева идут вот, вдоль посадки. Но дорога, вы знаете, я вам скажу, подразбитая, конечно. Мы вот там вот ехали от КПП на въезде до танка. Там ужасный кусок. Надо все ремонтировать. Ну и Оборонная, конечно, уже такая. Местами. Подушатанная. Да, такая местами, как она называется? Как ступенечки такая, прям, я не знаю. Как вот это, знаете, доска, на которой стирают белье. Так и называется. Стиральная доска. Да, стиральная доска, короче, трясет. Не знаешь, куда деваться. Проезжаем автосалон, много машин стоит. Подъезжаем уже мы к Горводоканалу. Здесь вот ремонт, кстати, демонтируют, видите. Рельсы перегорожен, центр весь. Ну, сделать зато дорогу пошире, в принципе. Ну, а что, трамвай. Обещают электробусы, электросамокаты и другую всякую штуку в следующем году. Посмотрим. А вот, собственно, сам Горводоканал. Ну, а здесь вот слева щелочные аккумуляторы, ну, практически не видно. Вот 9-этажку проезжаем. Темно. Оно еще, видите, стекло немножко потеет, поэтому бликует, конечно. Да, но тут ремонт уже полным ходом. Кстати, народ жалуется, что, говорит, ну вы хотя бы ее как-то частями, говорит, ремонтировали, а не всю сразу, чтобы можно было как-то проехать. А еще, говорит, хорошо бы отремонтировать дороги параллельные Оборонной. Потому что, говорит, образуется пробка. И не проедешь, потому что, ну, а параллельные дороги здесь тоже их не так много. Здесь вот сейчас чуть ниже. А вот завод перед перекрестком. Ну вот ниже завода, да, там пойдет Полево. Челюскинцев, и можно выехать на Советскую там. А здесь, ну правее тоже сейчас тоже, да, дорога будет. Мимо Шевченко и так далее. А вот до этого места, получается, тут объезда особо нет. Ну что, друзья мои, автовокзал. Здесь еще ДРЛ-ки пока старые. Многострадальный. Да. Освещение, конечно, вот видите, только возле кафешек, магазинов какой-то есть. А на автовокзале, конечно, по минимуму все. Проезжаем бывший фуршет, много строительной техники, щебня и так далее. Кстати, интересно, наверное, этот парк здесь будут полностью ремонтировать. Но я надеюсь, они наконец-то освещение здесь, вот этой стелы. Я так думаю, скорее всего, щебень они сюда как подушку привезут. Не, ну и все равно, наверное, парк будут делать постепенно. Так, Почему-то Аврора. Ой, слушай, они, глянь, они выкопали прям тут. метр почти. Почти метр, друзья мои, выкопали. Ну, мы завтра днем или послезавтра днем погуляем, поснимаем здесь. Так, Аврора, ну, сразу освещение пошло. Ну да, там может там что-то под рельсами было, решили вычистить, не знаю, я что где-то делать будут. Зачем так глубоко копают? Черт его знает. Наверное, какая-то под рельсами подушка была, что получается, наверное, нельзя сразу асфальт ложить. В общем, выгребают полностью середину, стоит куча экскаваторов. В общем, да, так масштабненько, конечно.
Не, хотя вот тут по правую параллельно улицу сделали, там нормальная дорога. А вот по Челюскинцев там не очень. Да, здесь, конечно, уже повеселее. Освещения больше, уже что-то видно. Не, ну фонари. Да, ну, кстати, видите, снега вообще нету, все растаяло. Но здесь его, видимо, и меньше выпало. Да нет. Мне кажется, что в Каменске больше было снега, чем здесь. А, ну здесь, наверное, чистили все-таки. Хотя, ну, тротуары-то не сильно, я думаю, чистили, гляньте. Вообще снега нет. Ну что, у нас в Каменске снег есть. Дим, на тротуаре все равно у нас есть, вот мы ехали. А здесь вообще ничего Здесь нет. чистили. Ну, толку от этого. Ну, не знаю, я вообще снега не вижу. Ты ж видишь, холодно, сразу Ну, плюсовать. на клумбах нету снега. Либо теплее было, я не знаю. У нас на клумбах есть снег, а здесь и на клумбах нету. Так, обувное объединение. Стадион «Авангард». Ну, снега я вообще не вижу нигде. Это же хорошо. Не, я не за то. У нас просто снег и гололед местами, ну, лежит. А здесь то ли его изначально меньше выпало, то ли растаял. Налоговая. Бассейн «Юность». Ну и колледж здесь, я не помню какой. Мичиган. Ой, тут все перекопали. Ну, трубы меняют, поэтому Достопочтенные кроты. кинотеатр «Русь». Педуниверситет. Молодежный жилой комплекс. Ну, мы уже практически приехали. Сейчас выберемся и немножко прогуляемся. Поснимаем еще. Россия. Матрешка. Гостиница Лугань. Библиотека имени Горького. Перекресток Советской. Кристалл. Камброд вдалеке. Подземные переходы и Советская. Димка говорит, уже Советскую где-то подоубили. Ну, здесь вроде ничего. Нет, советская самая нормальная. А, ты перепутал, наверное, с чем. Оборонную убили. А, оборонную. Не, Советская вообще, друзья мои, гляньте, как шикарно. Все просто светло, практически как днем. Да, спасибо строителям большое. Так, ну а мы сейчас будем десантироваться. Ну, наконец-то, друзья мои, мы в городе. Видите, довольно-таки интенсивный трафик. Улица Советская, много машин. Сейчас немножечко с вами еще пройдемся. И будем заканчивать наше сегодняшнее путешествие. Ну, а завтра еще прогуляемся. Обязательно. И послезавтра постараюсь побольше поснимать. Но буду, конечно же, выкладывать с определенным интервалом. 7 морей. Завтра сюда с друзьями пойдем пиво пить с гамбургера или что там у них вкусненькое. Типа встречи выпускников небольшой. Вот панорама на другой стороне светится всеми огнями. Шпилевые. Ну да, по сравнению, конечно, ехали там везде темно-темно, а здесь прямо цивилизация. Непривычно, конечно. Ну, надеемся, что там постепенно тоже будет все благоустраиваться. И освещение появляться, и тротуары, и парки. Но надо ждать. Кстати, видите, парк перекрыт весь. Идет ремонт.
Ну, завтра пройдем, поснимаем там. Ну, они только начали, поэтому там ничего особенного, я думаю, не видно будет. Не знаю, завтра будут рабочие работать или нет. Ну, посмотрим, в общем. Холодно, минус 9, еще и ветерок небольшой. Вот видите, пятница, вечер, в принципе. Сейчас часов 8, наверное, вечера. Даже, наверное, чуть больше, уже ближе к 9. Ну, видите, машин много. Раньше в это время Луганск уже вымирал. Ну вот, парк огороженный таким вот ограждением. А он, кстати, видите, а здесь снежок есть. Ну, наверное, снежок все-таки убирали. Снежок все-таки убирали, поэтому его нету по центральным улицам. В Каменске у нас ни хрена не чистили, поэтому он все-таки лежит. Он, кстати, назад табло вернули. То его одно время убрали, может, что-то поменяли, обновили, вернули табло с госрекламой. Ну, вдалеке он бывший облсполком, теперь дом правительства республики. Это у нас бывший магазин «Ракета», здесь раньше когда-то был. Ну, завтра днем будет плюс, поэтому, я думаю, походить, поснимать полегче, конечно, будет. Люди тоже какие-то вот на улице есть, гуляют. Так, а мы сейчас будем, конечно, уже заканчивать, друзья. Мы сейчас посмотрю на часы. Может, пойду куда-то еще в магазины, прогуляюсь. Надо ж продуктов что-нибудь купить. Тоже здесь сейчас никто не живет, все в Каменске. А что-то 2 дня надо кушать. А в понедельник в 4 утра с Димкой едем назад в Каменск. Ну что, друзья мои, спасибо всем, что смотрели меня. Подписываемся на канал, ставим лайки, пишем ваши комментарии. Ну и, как всегда, друзья мои, всем мирного неба, крепкого здоровья. Ну и до новых встреч, до новых видео. Давайте, друзья мои, пока-пока.